Вот, и еще перед тем, как ожидать ассасинов, я решил тут немного обозреть книжки, которые есть в башне. Вот именно начать с настоящей аристократии Тилвани. Вот я хотел бы, конечно, это перевести и зачитать красиво, но это слишком много времени отнимает, я просто не могу этого позволить. Вот, но тем не менее я решил это прочитать просто про себя вслух и вам как бы пересказать, что тут происходит. Вот, оно так начинается, что злобная стая волков скопилась вокруг Тилвани в последнее время, и под этими волками автор Индолен Хлэрмейн, ну, видимо, кто-то из Тилвани лордов, наверное, или великих магов каких-то, подразумевает Сиродиил, то есть империю, и священников-отступников. Вот здесь довольно много в стиле Тилвани текста, текстовой массы составляют вот ругань, как он ругается, какие они все тупые, какие мы Тилвани молодцы, и как смешны все их аргументы. Вот почему, например, дракон должен объясняться перед мухой, но вот эта книжка, она якобы предназначалась для вот западной аудитории, да, западная это империя, и вот все ребята оттуда. Ну, как пособие, во-первых, да, вот образовательный трактат и предупреждение. Вот, и он пытался просто объяснить точку зрения Тилвани. И тут вообще такой назревает, ну, яснее с этой книгой открывается вся глубина конфликта Тилвани и империи. Что просто две совершенно разных точки зрения и два совершенно разных представления о том, что такое добро и зло. Здесь, например, в этой части книги автор критикует, что имперцы против рабства. И, ну, здесь, опять же, во главу стола встает вот этот закон джунглей, что если ты сильней, значит, ты имеешь право тюкать тех, кто слабее. А те, кто слабее, ну, они сами дураки, что они слабее. Вот, и он объясняет здесь это. Что почему, ну, он закономерно задает вопрос, какой-то там Каджит имеет такое же право на жизнь, как какой-то великий там маг Тилвани. То есть вот так он ставит вопрос. Потом переходит к отступникам. Вот они как раз, как здесь пишется, я сам с ними не встречался еще в Моровине, так что эта книга и мне как бы проливает некую долю света на то, кто они такие. Они проповедуют мораль, какие-то моральные нормы, моральные ценности. И Тилвани этого тоже не понимают. Они называют аболиционистов как неким инструментом империи, как я понял из вот этого трактата. Что у нас было соглашение, да, перемирие, и были заключены... Ну, я тут могу уже брать факты из каких-то других книг, из других знаний о Вселенной. Вот, что был заключен вот этот перемирие, да, пакт. Были заключены какие-то соглашения, что традиции Моровинда будут сохраняться и чтиться империей, да, но вот у нас появляются всякие там священники-отступники, всякая сама империя вот это все критикует, то есть автор воспринимает это как будто империя надсмеялась над соглашениями, и вот поэтому они такие негодяи, имперцы. Вот, еще он возмущается, что накладываются какие-то аресты на наши учения, ну, что они тоже, я полагаю, не очень гуманные. Да, там еще говорится про эксперименты, да, что священники-отступники критикуют эксперименты над рабами, видимо. Вот мы помним, да, с вами, что у нас была как-то серия, в которой я спасал Хаджита, которого там поджаривал маг Тилвани, которого я тогда тюкнул.
Вот, но тилванцы просто по-другому на это смотрят, на все. Для них это, ну, обычная норма вещей, так как они ну, считают, принимают рабов как за расходный материал, что, в общем-то, сходится с их вообще мировоззрением. И еще вспоминаю тут из этой же книжки конфликт еще и законодательств, что империя рабство не приемлет, это в законах запрещено, а у тилванцев это наоборот. Ну, у них как бы законы своеобразные, но тут в этой книге, например, там где-то в начале указывается на то, что ну, мы покупаем своих рабов на официальных, легальных рабских рынках, так что непонятны даже претензии империи. А откуда там эти рабы появились, нас не волнует, потому что ну, для нас это ну, показатель того, что если ну, любое существо какое-то, да, гуманоид попал в рабство, в яму рабскую, ну, значит, он этого заслужил. Вот такая логика. Вот, а империя же, ну, защищает в том числе и слабых, вот, подобных. Вот, и еще тут из интересного, вот смотрите, как он тут выражается. Почему вообще нас должны заботить вот эти все, ну, мелочи, по сути, как там какие-то законы, там вот это вот рабство, какие-то рабы, там эксперименты, там жизни этих рабов. Мы тут исследуем космические всякие мистерии и получаем глубочайшее понимание магических школ, о котором никакой там боевой магишка даже помечтать не может. Вот. И вот с этой фразой я как-то чуть тоже глубже проникся тем, что такое Телванни. Они вот как-то устремлены куда-то в небеса, в космос прямо вообще, да, и вот, ну, вот это все земное для них вообще не интересно, в то время как имперцы, они более прагматичные люди, какими, в общем-то, была Римская империя. И они вот, да, вот за построение законов там, какой-то инфраструктуры, в том числе промышленной, торговой там, дороги, все вот это вот. Ну, они более приземленные, а тилванцы, они вот устремлены куда-то вообще не ввысь. И вот здесь конфликт интересов такой возникает. Тут еще упоминают они период имперского симулякра, когда Ягар Тарн прикинулся императором. Это, говорит, просто еще один показатель того, что империя катится к закату. Заслуженно. Вот, как-то так. Короче. Аболиционисты имперцы, катитесь, говорит. Вот, и тут у нас примечание издателя, редактора. Это второе издание. По итогу, когда книга ушла в тираж, мастер Хлормейн, ну, она не нашла, в общем, распространения среди чужеземцев, как было задумано, но снискала огромную популярность среди Телвани. Ну, в общем-то, тоже логично, зачем чужеземцам читать такие гадости про себя, ну, неприятные же. Вот, но зато, да, телванцы такие, о, да, это про нас, это вот мы такие. Вот, ну, а я думаю, что, ну, вот мне нравится эта устремленность телванцев куда-то в космос. Я сам в какой-то степени такой. Но они действительно перегибают, мне кажется, с отношением к жизням. Вот если бы они как-то это более гуманно все свои эксперименты, там всю свою науку разворачивали, магию, то, в общем-то, можно было найти общий язык, но я не знаю, способна ли империя и Телвани его найти. Вот на том этапе развития, на котором они находятся, и те, и другие. Вот, я думаю, так. Было бы интересно и ваше мнение тоже, что думаете вы. Любые мысли.